Друзья, сегодня у нас стартовал 48-й сезон боевого пропуска. Подумать только, уже 48-й сезон. Ну и разработчики посвятили его северной тематике. Скины северные кочевники у нас все в мехах. Не знаю, как им будет бегать в этих скинах в теплых локациях, но выглядят они так себе. Я предварительно их оцениваю где-то на 3 балла из 10, друзья. И я уже публиковал у себя в телеграм-канале предварительную картинку этих скинов, а также сделал пост после того, как откупил этот боевой пропуск. Давайте сегодня с вами посмотрим все эти скины, подумаем, насколько они хороши, а также посмотрим, какие новые события у нас появились в игре. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. Ну и, как я уже говорил, друзья, я откупил этот боевой пропуск. И обратите внимание, что у меня уже заполнено 15 уровней, потому что я начал покупать усиленную версию коллекционера. Почему коллекционера? И, друзья, я рекомендую покупать, если вы хотите задонатить в игру и откупить боевой пропуск, именно версию коллекционера, потому что здесь 5 раз можно будет забрать вот такой вот комплектик. Коллекционный усиленный сундук с предметом на выбор. При этом эта вот иконка, она помещается к вам в инвентарь, и вы можете выбрать потом сундук, и я рекомендую выбирать именно сундуки, потому что в этом сундуке вы еще раз сможете выбрать либо телурические жемчужины 2 штучки, либо какой-то редкий самоцвет. Например, если вы собираете клык пылкости или мрачный ритм, который можно получить только из боевого пропуска, или благословение изобилия, то это очень хороший комплект. Вообще разработчики нам насыпали огромное количество жемчужин, и сейчас с боевого пропуска можно забрать 10 плюс, знаете сколько, вот у нас здесь 2 или 3 глифа, да, давайте посмотрим. Вот здесь вот мы забираем сундук, либо 2 телурические жемчужины на 1 уровне. Дальше мы забираем, если мы не покупаем коллекционерскую версию, на 10 уровне еще 2 телурические жемчужины. И, по-моему, на 20-м еще 2 телурические жемчужины. То есть это уже 6. И на 25-м еще 2. Это уже 8. Ничего себе! Так, здесь у нас коллекционерская версия. И, по-моему, на 40-м уровне мы забираем еще 2 телурические жемчужины. Друзья, из одного боевого пропуска коллекционера мы можем получить аж целых 20 телурических жемчужин. И это очень крутой способ их получать. И совсем разумная плата, я бы сказал, потому что телурические жемчужины – один из самых ценных ресурсов. 40 штук вы можете потратить на какой-нибудь искусно изготовленный 5-звездный камень 2 из 5, ну или прокачивать, друзья, свои лимитированные камни. И я, кстати, делал об этом ролик. Если вы не знаете, как прокачивать камни, которых больше нет в игре, их можно прокачивать за телурические жемчужины из расчета 4 телурические жемчужины за 1 копию 2-звездного камня. Ну и, друзья, что касается боевого пропуска и его наград, то здесь, в принципе, все одно и то же. Это отличный ресурс еще для того, чтобы бустануть себя по обычным самоцветам и прокачать свои второстепенные характеристики. Но на что стоит обратить внимание, это на 15 уровень. Тут у нас открываются скины, которые мы сейчас с вами посмотрим. И, кстати, вот эта коллекционерская версия боевого пропуска сразу тебе открывает 15 уровней. Ты быстрее их заполняешь, быстрее набираешь награды, друзья. И, кстати, если вы не забрали свои очки, о боже, они у вас все пропали с прошлого боевого пропуска. Но я надеюсь, что вы уже опытные игроки, и, конечно же, перед переходом на новый сезон боевого пропуска забираете все свои предыдущие очки. Ну и на 10 уровне у нас открывается легендарочка. Здесь у нас можно будет забрать какой-нибудь супер крутой шлемик. У меня все эти сущности есть, поэтому мы рандомно что-нибудь заберем. Друзья, также давайте заберем вот
эти вот жемчужины. И обратите внимание, что как только я забрал вот этот вот элемент, он у меня поместился как раз в инвентарь вот сюда. И если мы его активируем, использовать, то именно здесь мы как раз и можем выбрать либо теллурические жемчужины, либо монеты боевого архива. Всегда выбирайте эти монеты боевого архива. Почему? Потому что потом в своем боевом пропуске вы сможете их обналичить в магазине боевого архива. Вот здесь он в углу находится. Нажимаете, и вы сможете купить за 100 монет сундук с легендарным самоцветом. Он у меня почему-то неактивный. А почему? Да потому что я за прошлый боевой пропуск уже купил их 5. Поэтому, друзья, я буду копить эти монетки, чтобы как только у нас обновится месяц, купить еще вот этот сундучок. И этот сундучок, он будет выглядеть вот таким вот, друзья, образом. Вот, видите, у меня откуплены эти сундучки. Если мы нажмем «Использовать», то мы сможем снова забрать эти теллурические жемчужины, если они нам нужны, либо выбрать какой-нибудь очень редкий самоцветик, например, клык пылкости. Мне еще нужно где-то 10-12 копий для того, чтобы прокачать его до 10 уровня. Поэтому, друзья, берите монетки, но если, конечно, вам не нужен клык пылкости или какой-нибудь двухзвездный камень, а напомню, что для того, чтобы скрафтить временный камень, вам нужно 4 теллурические жемчужины, поэтому здесь как бы можно рассчитать, что 2 теллурические жемчужины, они ниже по стоимости, чем двухзвездный камень. Но если вы крафтите из них 5-звездные камни, то, конечно же, можно забирать теллурические жемчужины. Я из всех этих сундучков забираю клык пылкости. Давайте посмотрим, как это работает. Выбираем ОК, и он у меня стакается в клык пылкости. Видите, у меня много копий здесь. Надо будет его потом отдельно прокачать. Вернемся с вами к боевому пропуску и давайте посмотрим скины. Вот такие у нас северные кочевники, все в мехах, и да, действительно, очень теплые одеяния. У нас только, по-моему, одна локация зимой — это морозная тундра и одно подземелье. В общем, не знаю, будем бегать мы все по жаркому санктуарию с огромным количеством всяких демонических разломов, откуда куча тепла идет, но будем, короче, потеть. Давайте посмотрим эти скинчики. И я уже у себя в телеграм-канале писал, что мне больше всего, я предварительно их посмотрел, нравится на охотника на демонов. Очень гармонично, кстати, выглядит и симпатично, да, вот с этим плащиком теней. Очень неплохо. И вы знаете, даже вот с этой меховой шапочкой-шлемом выглядит это вполне ничего. Но на мальчика уже выглядит не очень хорошо. И обратите внимание, что я заметил. Смотрите. У нас девочка, охотник на демонов, выглядит четко по размеру экрана. Но если мы, например, девочку-монаха выберем, она вообще малютка, да? А если мы выберем друида, обратите внимание, то она вообще не помещается в кадр. Ну и вы знаете, что от размера персонажа зависит скорость его перемещения. То есть надо проверить, насколько друид быстрее бегает с этими скинами, чем, например, монах, да? Но я думаю, что здесь это не работает. Тем не менее, пишите в комментариях, проверили ли вы, увеличилась ли у вас скорость перемещения в этом скине, если вы используете скины этого боевого пропуска. В общем, друзья, вот такие вот скины, они, если честно, так себе, ну, на любителя, конечно, на любителя. Если вы любите потеть и бегаете не только морозную тундру, а еще и теплые локации, то я думаю, что в них вам будет жарковато. Проходящие скины, в принципе, не все так плохо, да, не все так плохо, то есть это далеко не самый худший скин. Напомню, что я показывал один из самых худших скинов в боевом пропуске. Давайте быстренько его посмотрим, чтобы просто сравнить, как вообще может выглядеть худший, на мой, конечно же, скромный взгляд, скин боевого пропуска. Друзья, смотрите, это вот чудовище. Посмотрите на этот трэш. И здесь как бы моя хэллоуинская голова еще исправляет ситуацию, но это просто трэш.
В общем, возвращаемся к нашим скинам, друзья. И честно вам скажу, что вот на охотницу на демонов мне заходит лучше всего. Ну, такое себе, да. Слишком много всего, недостаточно каких-то магических элементов. Но вот этот вот перьевой или какой-то непонятный шерстяной плащик, да, он еще дублируется плащиком тени, или если вы за бессмертных играете плащиком бессмертных, ну, блин, не знаю, не вызывает такого «ах», что прям тебе хочется его надеть. И обратите внимание, что не у всех меховые шапки, да, если у нас у охотницы на демонов и охотника на демонов, да, вот такая вот меховая перьевая шапочка, да, то если мы возьмем чародея, у нее здесь шлем с рогами, такой какой-то прям, ну не знаю, ну что-то такое, но воротник зато теплый, да. В общем, 3 из 5, друзья. Пишите в комментариях, сколько вы даете этому скину и будете ли с ним бегать, если, конечно, покупаете усиленную версию боевого пропуска. В общем и целом, это все. Я все награды заберу без вас, чтобы вас не томить всем этим безобразием. Поэтому, друзья, давайте быстренько пройдемся по новым событиям, которые у нас появились в игре. А в игре у нас ничего нового не появилось, только обновился боевой пропуск и капы по очкам боевого пропуска. Единственное, на что стоит обратить внимание, это цепочка событий распри в лесах. И здесь в задачах у нас появилось новое событие испытания Орд. Ну, друзья, если вы бегаете испытание Орд, то поздравляю, началось это событие. Единственное, что за него теперь ничего нам не дают, потому что раньше мы получали осколки, с помощью которых могли ролить свойства проклятия, а теперь у нас свойство проклятия в ветке парагона, и оно взаимоисключающее. Теперь мы не можем им воспользоваться, поэтому это событие чисто казуальное. Давайте быстренько пробежимся и посмотрим, что у нас в испытании Орд дается. Ну, по-моему, там ничего не дается, и, в общем, событие такое себе, я его даже не бегаю. Дается здесь только золото и дурманящая пыль, и, обратите внимание, за рейтинг можно будет получить только мистический таинственный комплект. Да, из комплекта или нет? А, нет, это даже обычная легендарочка, ну, какая-нибудь там 2-1 тебе прокнет. В общем, друзья, такое себе событие. Хотя нет, вот за золото 1 ты можешь получить таинственный сундучок, да, и выбрать там нужную экипировку. В общем, блин, если честно, событие очень такое себе. Но вы обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам это событие, испытание Орд или нет. Многим заходит, почему нет? Потому что я писал в комментариях, что одно из моих самых любимых казуальных событий – это проклятие выжившего. И многие сказали, что проклятие выжившего отстой, а вот испытание Орд типа круто. В общем, друзья, пишите в комментариях, как вам новый 48-й сезон боевого пропуска и заходят ли вам эти тепленькие скины северных кочевников, будете ли в них бегать, будете ли покупать боевой пропуск. Я рекомендую обязательно его покупать для того, чтобы быстрее совершенствоваться в игре. Ну и, конечно же, проверьте, подписаны ли вы на мой канал и на мой телеграм-канал DI Tools, где я выкладываю все эти новости гораздо раньше, чем делаю ролики. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну и, конечно же, мы увидимся с вами в следующем ролике.